Привет, друзья! Скажите, а любите ли вы кальмары? Вот я люблю их в любом виде, особенно в сушеном. И сегодня я поделюсь с вами рецептом, как приготовить сушеный кальмар дома без особого труда. Для приготовления нам понадобится 500 грамм кальмара. У меня есть упаковка вот такого неочищенного кальмара, который необходимо хорошо очистить и помыть. А как это сделать, видео есть у меня на канале, ссылочку оставлю в описании. Но сегодня я буду использовать вот такой очищенный кальмар. Признаюсь честно, купила я его в первый раз и хочу проверить, насколько же он очищен. Стоит он немного дороже, и, как видно на первый взгляд, кажется, что тушки абсолютно чистые, но сейчас мы с вами это проверим. Итак, при детальном осмотре мы видим, что внутри кальмара осталась хитиновая пластина, которую нужно обязательно удалять, потому как она непригодна к пище. И также все кальмары покрыты прозрачной пленкой, которую также нужно обязательно удалять и с наружной части тушки, и из внутренней, потому что при приготовлении кальмар становится очень жесткий, если не удалить эту пленку. Поэтому, на мой взгляд, не стоит переплачивать за так называемые очищенные тушки кальмара, потому что по факту их все равно придется очищать, чем я сейчас и займусь. Итак, кальмара я уже дочистила. Вот такие чистые тушки у нас получились, без всяких пленок и хитиновых пластин. Теперь кальмар необходимо нарезать на кольца шириной около 1 см. Вот такие колечки у нас получились. Нарезаем таким способом весь кальмар. Если кальмар у вас с плавниками, то и плавники тоже нарезаем просто соломкой шириной около сантиметра. Перекладываем подготовленный кальмар в подходящую емкость для маринования. Теперь будем добавлять специи. Всыпаем 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку паприки сладкой, у меня копченая, перец чили по вкусу или по желанию, и немного черного свежемолотого перца, тоже по желанию. Не хотите, можете его не добавлять. Теперь необходимо все хорошо перемешать, чтобы все специи равномерно распределились по кальмарам. После чего оставляем кальмар мариноваться на 40 минут при комнатной температуре под гнетом. В качестве гнета я буду использовать тарелку подходящего диаметра и банку с водой. Оставляем кальмары в таком виде на 40 минут при комнатной температуре. И поверьте мне, этого времени вполне достаточно. Знаю, потому что готовлю так уже не первый год. Кальмар очень нежный продукт и очень хорошо берет в себя специи. Итак, прошло 40 минут, наши кальмары прекрасно промариновались. Еще раз хорошо их перемешаем и будем приступать к сушке. Я буду сушить кальмары в сушилке для овощей и фруктов фирмы Китвард, модель КТ-1911. Просто раскладываю кольца на решетке. В модели КТ-1911 можно сушить овощи, фрукты, ягоды, грибы, корнеплоды, зелень, а также рыбу, мясо и даже готовить пастилу. В комплекте есть все необходимое. Имеется 6 поддонов из нержавеющей стали, 6 сеток для сушки зелени и мелких продуктов, а также 6 поддонов для жидкости, которые предназначены для приготовления пастилы. В сушилке установлены мощный нагревательный элемент и вентилятор большого размера, что обеспечивает равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешивание запахов минимальное, что позволяет одновременно сушить разные продукты. Корпус сушилки выполнен из нержавеющей стали, дверцы полностью стеклянные, что позволяет контролировать процесс сушки. Итак, я разложила подготовленные кольца кальмара на решетку. Теперь отправляем решетку в сушилку. На дно сушилки ставлю поддон для пастилы, чтобы при сушке тот маринад, который будет капать, оставался на поддоне. И его легко потом можно будет помыть. Выставляю температуру 60 градусов, ставлю таймер на 3 часа и ждем. Если у вас нет такой сушилки, то кальмар можно высушить в духовом шкафу при слегка приоткрытой дверце, также при 60 градусах, включив конвекцию. Как я говорила ранее, в комплект входит 6 решеток из нержавеющей стали, 6 сеток для сушки зелени и мелких продуктов, а также 6 поддонов для жидкости.
которых без труда готовится пастила. Поддон имеет бортики, что предотвращает растекание жидкости. Также в комплекте, как всегда, шла инструкция полностью на русском языке, в которой указаны необходимые действия при подготовке сушилки к первому использованию. Также в инструкции есть раздел с рецептами, в котором указана температура и время сушки тех или иных продуктов, что очень удобно. Пользуюсь этой моделью уже не первый год, чему очень рада. И если у вас еще нет сушилки и вы подумываете о ее приобретении, так как скоро сезон заготовок, то советую присмотреться к данной модели. Ведь сушить не можно абсолютно любые продукты. Тем более, что приобрести данную модель можно с доставкой на дом на сайте или в приложении Яндекс.Маркета. Все очень просто. Скачивайте приложение Яндекс.Маркета по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь, выбирайте необходимый товар при помощи поисковой строки. На странице товара можно посмотреть характеристики и почитать отзывы реальных покупателей. После чего нажимаем «Добавить в корзину». И вот на этом этапе, если вы ранее не совершали покупок на Яндекс.Маркете, то можете воспользоваться промокодом, который я также оставлю в описании под этим видео. Если ваш заказ превышает в сумму 2500 рублей, то вы получите скидку в 300 рублей по этому промокоду. Хочу отметить, что промокод действует только на первый заказ на Яндекс.Маркете. Желаю удачных покупок. Итак, прошло 3 часа. Наш кальмар готов. Вынимаем его из сушилки и даем ему немного полежать, чтобы он остыл и можно кушать. Кальмарчик получается очень вкусный, нежный и не идет ни в какое сравнение с магазинным. А главное, вы точно знаете, из чего вы это приготовили. Такой кальмар прекрасно подходит как закуска к пиву или просто в качестве перекуса. А в моей семье его любят есть просто так, как семечки под хороший фильм. Со стола улетают такие кальмарчики просто как горячие пирожки, поэтому сразу готовьте двойную порцию, не пожалеете, я вас уверяю. Но если вы еще не приобрели себе сушилку для овощей и фруктов, но думаете о ее покупке, то обязательно присмотритесь к модели Китфорд КТ-1911. При помощи этой сушилки можно сушить не только овощи и фрукты, но и готовить вот такие вкусняшки из различных продуктов без особого труда. Ссылку на покупку оставлю в описании. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне. До новых встреч, друзья!